Уже сформированы группы Лиги чемпионов АФК. Давайте знакомиться с участниками нового сезона. ОАЭ имеет на групповом этапе 4 команды. Аль-Вахда – это их 11-е выступление на турнире. Далее Аль-Ахли. Чемпионом этой страны является Шарджа и 4-й участник Аль-Айн. Такие названия пусть вас не пугают. Допустим, с Аль-Айном мы уже знакомы, тем более, что этот клуб в 2018 году в финале Кубка мира уступил мадридскому Реалу 1-4. Саудовская Аравия делегировала Аль-Хиляль, который является действующим чемпионом турнира и самым титулованным клубом. 7 финалов, 3 кубка. Команда уже в 16-й раз играет в Лиге чемпионов. Этот коллектив можно помнить по выступлениям по Кубку мира 2019 года, в котором победу держал, как мы помним, Ливерпуль из Англии. Аль-Хиляль там занял 4-е место. Далее Аль-Тавун и Аль-Наср, 9-кратный чемпион Аравии, между прочим. 4-я же команда также успешно оказалась в группе, обыграв в раунде плей-офф квалификации клуб из Таджикистана. Это Аль-Ахли. У команды похожее название, как у коллег из Эмиратов. Все 4 клуба Ирана также пробились успешно в группу. Персов представят Эстиглал из Тегерана, 2-кратный обладатель Кубка чемпионов, дебютант Шахр Ходра. Эти клубы прошли квалификацию, а Сепахан и знаменитый Персеполис вышли напрямую. Персеполис – действующий чемпион Ирана и финалист Лиги чемпионов 2018 года. У Катара из 4 команд осталось только 2. Это Аль-Духайль и победитель внутреннего первенства Катара Аль-Сад. Аль-Сад также участник недавнего чемпионата мира среди клубов и победитель Лиги чемпионов 1989 и 2011 годов. Можно отметить еще одно достижение этой команды. Это их 15-й розыгрыш Лиги чемпионов АФК. Еще от западного региона пробился клуб Аль-Шорта, чемпион Ирака и обладатель прямой путевки в группу. Наивысшее достижение в данном турнире финал 1971 года. Пахтакор представляет Узбекистан, 12-кратный чемпион этой страны, получивший также автоматическое место в группу. Наивысшее достижение в Лиге чемпионов полуфинал 2003 и 2004 годов. Между прочим, так же как и Аль-Хиляль, играет здесь уже в 16-й раз, что является рекордом среди всех нынешних участников турнира. Переходим уже к восточному региону. Здесь наибольшее представительство получил Китай, ФК Пекин или более известен как Бейтин Гуань. Далее Шанхай Шеньхуа и Гуанчжоу. Все пробились напрямую. Чемпионом Китайской Народной Республики является Гуанчжоу, а Лига чемпионов им покорилась дважды в истории. 4-м китайским клубом на групповом этапе стал Шанхай Сип. 4 клуба получила Южная Корея. Дальше расскажу принцип распределения, а пока что это ФК Сеул, Ульсан, Сувон и Чонбук, который, между прочим, в 13-й раз представляет свою страну в Лиге чемпионов. Может быть, вы догадались, что он является и действующим чемпионом Южной Кореи. Но это еще не все. Чонбук Моторс и Сувон, так же как Эстеглал из Ирана, Гуанчжоу и Аль-Сад брали Лигу чемпионов по 2 раза, а южнокорейский Ульсан только 1 раз в 2012 году. Сеул же дважды выходил в финал, который проигрывал. Получается, у Кореи собраны самые опытные команды. Как дела у японцев? У них только 3 представителя. Это Йокогама, которая в прошлом году выиграла свой 4-й титул в японской лиге. Это дебютант турнира Виссель Коби и ФК Токио, который прошел успешно отбор. Касими квалификация не поддалась. Таким образом, Япония лишилась одного клуба, а вот прошлогодний финалист Урава и вовсе не участвовал в этом розыгрыше, заняв в J1 лиге 14 место. Австралия делегировала чемпиона страны Перт Глори, который впервые участвует в этом турнире. Далее ФК Сидней и успешно прошедший отбор Викторию Мельбурн. От Малайзии выступит Джохор Дарул. Команда является действующим чемпионом своего государства и 6-й раз сыграет на этом турнире. От Таиланда выступит Чанграй Юнайтед. Это будет их 3-е участие здесь. Также команда чемпион страны, пробившаяся напрямую. Все 32 участника известны. Давайте разберемся, как команды вообще сюда попадают. Все ассоциации разбиты на 2 больших региона – западный и восточный. Лучшая ассоциация Западной Азии – это ОАЭ. Им выделяется 3 прямые путевки сразу в группу, и 1 команда проходит квалификацию. Мы убедились, что она успешно ее прошла. Это известный уже Аль-Айн, который брал кубок в 2003 году. Вторая тут Саудовская Аравия, также 3+1. Катару выделяется 2 автоматических приглашения в группу, и 2 команды вынуждены проходить отбор. Такая же ситуация у Ирана. У Узбекистана и Ирака по 1 прямой путевке. Но в квалификации у Узбекистана было 2 команды, а у Ирака только 1. Заметьте, что первые 6 ассоциаций гарантированно получают хотя бы 1 представителя на групповом этапе. У ассоциации с 7 по 12 место только 1 представитель, да и то он вынужден пробиваться через отбор. Добавлю, что у Сирии нет ни одной команды, которая получила лицензию Лиги чемпионов АФК, поэтому ее клубы здесь участвовать не могли. Аналогичный расклад в восточном регионе. Здесь лучшими привилегиями наделены Южная Корея и Китай, которые автоматически отправляют в группу по 3 клуба, а 1 проходит отбор. Правда, всего лишь 1 раунд плей-офф. У Японии 2+2. Австралия. Да, ее клубы тоже здесь играют в Азии, как и сама национальная сборная. Итак, эта ассоциация имеет 2 прямые путевки в группу и 1 через отбор. Таиланд и Малайзия замыкают первую 6. У них гарантированно должно сыграть по 1 команде в группе. Гонконг тут 7, Вьетнам
8-й, далее следуют Филиппины, Сингапур, Индонезия и Мьянма. Они имеют по одной команде, которая вынуждена пробиваться через джунгли квалификации. Интересный факт: чемпион Сингапура не мог здесь участвовать, так как эта команда представляет совершенно другую страну Бруней. А вот вице-чемпион Сингапура участвовал вместо чемпиона в отборе. Не стоит удивляться, ведь в сингапурской лиге играет еще команда из Японии. Здесь представлено всего 24 ассоциации, хотя в АФК зарегистрировано их 46. У остальных стран здесь просто нет представителей. Для этого им нужно подниматься в этом рейтинге. Переходим к группам. Всего их будет 8 по 4 клуба в каждой. Первые 4 квартета A, B, C и D зарезервированы под западный регион. А в группы с E по H попадают команды из Востока. Разделение идет и по странам. Команды из одной и той же ассоциации не могут сыграть в одной группе. Смотрим, что получилось. В первую группу жребий определил Аль-Ахли из Саудовской Аравии, Аль-Шорту из Ирака, Аль-Вахда представляет ОАЭ и Эстеглал из Ирана. Игры проходят по круговой системе, каждый с каждым, дома и на выезде. Победитель группы и вторая команда выходит в плей-офф, о котором расскажем позже. И еще добавим, что это последний турнир, в котором сыграет 32 клуба. На следующий сезон лигу ждет расширение до 40 коллективов. Вот расписание группового раунда. Первый тур в группах пройдет с 10 по 12 февраля, второй назначен через неделю, с 17 по 19 число, третий тур в начале следующего месяца, со 2 по 4 марта 2020 года. В апреле сразу два тура, четвертый пройдет с 6 по 8 число, а пятый с 20 по 22 апреля. И заключительный тур группового раунда состоится с 4 по 6 мая. В качестве примера рассмотрим расписание первого тура этой группы. Аль-Вахда сразится с Аль-Ахли, и в первом раунде этого же квартета Аль-Шорта выйдет на поле 10 февраля с Эстеглалом. В группе B сыграют такие команды: Аль-Хиляль из Саудовской Аравии, Пахтакор из Узбекистана, Аль-Ахли из Объединенных Арабских Эмиратов и Шахр-Ходра из Ирана. Как видим, все клубы из разных стран, все по правилам. В первом туре Пахтакор играет с Аль-Ахли, а чемпион турнира Аль-Хиляль примет Шахр-Ходра. Матчи стартового тура 10 февраля. В группе С встретятся Аль-Духаль, представляющий Катар, Аль-Тавон из Саудовской Аравии, Персиполис из Ирана и Шарджа из ОАЭ. Думаю, что здесь фаворит Персиполис. Эта группа стартует уже 11 февраля. Вот расписание первых игр. Шарджа, Аль-Тавон и Аль-Духаль примет Персиполис. Четвертая группа, которая относится также к западному региону. Она разместила у себя Аль-Аин из ОАЭ, Аль-Наср из Саудовской Аравии, Аль-Сад из Катара и Сепахан из Ирана. 11 февраля в первом туре встретятся Аль-Наср и Аль-Сад. Что интересно, клубы встречались в прошлом розыгрыше, и тогда победу в 1/4 финала с общим счетом одержали катарцы 4-3. А также в первом туре между собой увидим команды Аль-Айн и Сепахан. Закончили с западом, переходим к востоку. Группа И. Здесь встретятся клубы из Китая, Таиланда, Австралии и Южной Кореи. Это Бенсинь Гуань, Чанграй Юнайтед, Витари Мельбурн и ФК Сеул. Первый тур ожидается 11 февраля. В Сеул прибудет команда из Китая, а Виктория Мельбурн примет Чанграй Юнайтед. Группа F содержит Перт Глори из Австралии, Шанхай Шинхуа из КНР. Не успели японцы сказать Комишоа, как оказались здесь. ФК Токио представляет столицу Японии, а Улсан – Южную Корею. Первый тур запланирован на 11 февраля. В нем сойдутся Улсан Токио и Перт Глори Шанхай. Придется полетать командам в Австралию, да и австралийскому коллективу придется также намотать километраж. В седьмой группе состоят китайский Гуанчжоу, малазийский Джохор, южнокорейский Сувон и японский Виссель Кобе. Кто с кем сыграет в первом туре? Виссель Кобе примет Джохор, а Сувон ждет Гуанчжоу. И в последней группе под буквой H жребий определил такие клубы: Чонбук Моторс из Южной Кореи, Шанхай Сип из Китая, ФК Сидней из Австралии и Йокогама из Японии. Эта группа соберется 12 февраля, дабы провести первые игры. Итак, Сидней ждет в гости Шанхай, а Чонбук Моторс – Йокогаму. Что дальше? Плей-офф клубы играют также отдельно, каждый в своем регионе, дабы не совершать длительные перелеты, и только в финале лучшая команда Запада сойдется с лучшей командой Востока. Раунд 1/8 пройдет для двух регионов в разные периоды. Запад играет с 18 мая по 26 мая, а восточные команды начинают 26 мая и заканчивают игры этого раунда 17 июня. Отличие от Европы состоит в том, что в первом раунде могут встретиться клубы из одной страны. Четвертьфинал начинается 24-25 августа, первые игры на Западе, и 15-16 сентября ответные. Для Востока первые игры 1/4 финала запланированы на 25-26 августа. Ответные пройдут также в следующие месяцы с 15 по 16 сентября. Полуфиналы на Западе 29 сентября и 20 октября повторная игра. А для Востока 30 сентября первая игра, ответная 21 октября. Финал будет состоять из двух игр, также отличие от Европы, 22 и 28 ноября 2020 года. Как видим, весь турнир завершится на протяжении одного календарного года, с февраля по ноябрь. Добавим важную информацию. Впервые с 2008 года победитель Лиги Чемпионов получит прямую путевку на следующий розыгрыш. Даже несмотря
несмотря на то, как он выступит в своем чемпионате. Смотрите выпуск про Лигу чемпионов УЕФА, а точнее сравнение команд 1/8 финала, а также рекомендую грандиозные споры на чемпионатах мира. Услышимся на спортивном.